В этом видео я хочу поделиться с вами результатами довольно длительного эксперимента по написанию портретов своей нерабочей правой рукой. Изначально это была как просто идея, интересная идея для контента, но потом это переросло в нечто большее, потому что я получил новые, во-первых, новый опыт, новые эффекты в портрете, и, соответственно, в этом видео хочу об этом подробнее поговорить. Для начала, наверное, самая важная вещь, которую я осознал на данный момент. Когда ты пишешь своей нерабочей рукой, ломается очень много шаблонов, которые у нас есть в голове. Знаете, есть такая тема, вот я часто наблюдаю за учениками, за собой всегда сложнее наблюдать, за кем-то со стороны наблюдать всегда проще. И видно, что у людей часто бывают одни и те же ошибки персональные. Там кто-то часто делает лицо более вытянутым, там кто-то делает глаза там более широкие, там нос более длинный и так далее. Ну, то есть есть некие у нас шаблоны восприятия, которые как-то сами собой как-то зародились у нас, и мы их несем через написание там портретов, картин и так далее. И вот эти шаблоны по-хорошему нужно постепенно извлекать для того, чтобы видеть более настоящего, правдиво. Вот, то есть, чтобы вы видели точно то, что есть, чтобы передать характер настоящий, а не чтобы передать свой некий шаблон в голове. Вот, и когда я начал писать правой рукой, кроме неудобства некоего, да, то есть, когда я пишу правой рукой, у меня левая рука продолжает напрягаться с непривычки, то есть мозгу это непривычно. Кроме этого, я осознал, что многие вещи я делаю по-другому. Во-первых, левая рука у меня настолько уже отточно работает, знаете, как по лекалу, как по каким-то уже заданным правилам, что я уже перестал задумываться о том, как делать глаза, как там делать детали, как делать то, третье, пятое, как замешивать цвета. А когда я начал делать правой рукой, у меня это все как будто обнулилось, и я стал это чувствовать по-другому, переносить на холст по-другому. И более того, мне даже не хотелось, как видно вот у меня сейчас по видео, не хотелось делать какие-то детали. То есть хотелось вот реально через крупные пятна передать детали. Левой рукой все равно я ухожу в детали, все равно ухожу в уточнение, и это немножко становится как-то, не знаю, механически, что ли. То есть часто, когда я левой рукой делаю портреты, а хочу сделать более такой свободный, более абстрактный портрет. Абстрактный имеется в виду схожесть, характер, эмоция сохраняется, но убираются вот эти границы, четкие линии, четкие ограничения в форме. И вот правой рукой оказалось, что не нужно. То есть левой рукой, когда я работаю, я часто брал специально, ломал эту форму. То есть разбивал границы, смазывал портрет для того, чтобы получить некую нерукотворность. А правой рукой, когда я это стал делать, я понял, что мне даже не нужно делать никаких специальных поломок формы, потому что в целом оно создается из вот таких вот грубых ломаных пятен, и это оказалось очень интересно. Вот сейчас, на данный момент, когда я написал уже, наверное, портретов 5, может быть, правой рукой, я понял, что, особенно когда я написал портрет с натуры правой рукой, я понял, что все-таки, наверное, есть смысл левой рукой добавлять какие-то акценты. И вот сейчас мысль пришла, наверное, даже так. Вот в этом портрете, например, на мой взгляд, он получился вполне законченным, и не хочется добавлять детали левой рукой. А это произошло потому, что фото довольно контрастное, понятные, с большими формами. То есть большие губы, большие глаза раскрыты. То есть более крупными пятнами можно сделать сам характер, само настроение. Поэтому здесь вполне только правой рукой сделал все. Но бывают портреты, как я недавно писал с натуры, они в них довольно важны какие-то детальки такие характерные, которые могут подчеркнуть характер, эмоцию, что левая рука все-таки, наверное, нужна для помощи. В общем, в этом плане я буду экспериментировать, буду пробовать дальше эти вещи. Но сам эксперимент с правой рукой для меня это прям супер открытие, потому что я как будто бы расширил диапазон технический свой, и как будто бы даже захотелось у правой руки поучиться работать левой рукой. То есть более свободно, не цепляться четко за форму, за направление мазка. И от этого получается более живописно и интересно. Видео у меня получается примерно 15 минут, но
Здесь я нисколько не урезал саму работу, я просто убрал моменты, когда я замешиваю цвет. Сама работа нисколько не ускорена, как видите. То есть сам процесс получается довольно быстрым и в то же время очень живый, и можно получить схожесть. В общем, в целом, завершая разговор об этом эксперименте, да, хочу просто вам даже посоветовать попробовать это сделать. И не цепляйтесь, когда вы пишете этот портрет, да, своей там нерабочей рукой, за то, что получилась там супер схожесть, супер точность и так далее. Просто, не знаю, получите удовольствие от этого свободного творчества, от этого даже неудобства написания другой рукой. Знаете, как я работал, как не знаю, какую-то палку взял в руку, и в этом есть некий кайф, некая такая прям живопись. Просто можно попытаться уловить характер крупными, сочными мазками, и просто понаблюдать, что из этого будет получаться. То есть не идите за тем, чтобы получилось прям вот как-то классно. То есть убирайте важность. Вот. Это очень важно, чтобы эксперимент просто опробовать, почувствовать, в общем, новые какие-то такие ощущения. Еще один важный момент, какой здесь отрабатывается автоматически. То есть у меня есть такая история в техническом плане, что чтобы получился портрет довольно качественным, хорошим, самое важное, по сути, тональные наши отношения. А это означает, что по максимуму долго лучше работать с объемами, с большими, с пятнами, с тональными переходами, нежели с деталями. То есть у меня прям, знаете, такое было некое утверждение для во время работы, что по максимуму я оттягиваю процесс детализации, по максимуму оттягиваю до тех пор, пока супер крупные пятна прям уже не будут давать схожесть, ну, точность и так далее. То есть абсолютно не затрагивая детали. И вот в правой руке тут из-за того, что очень все рвано и грубо, по-другому и не получается. То есть по-любому я больше работаю с цветом, больше работаю с пятнами, с переходами, с оттенками, с усложнением цвета. Цвет, кстати, тоже был мешать намного сложнее, чем я обычно делаю левой рукой. Левой настолько уже на автомате. Из-за этого тоже есть вот это вот поиск пятна, поиск цвета максимально долго на холсте. И это тоже, опять же, приносит свои плоды. То есть я вроде пишу крупно, но сложность по цвету довольно высокая. Из-за этого такая эффектность получается. Может быть, человек, который не рисует, может подумать, что это просто, да, сделать там крупными пятнами портрет, нежели сделать его суперреалистично и детально. На самом деле, те, кто рисовал, те, кто рисует портрет, я думаю, понимают, что супер точный реализм сделать на самом деле проще, когда мы все заглаживаем, вымазываем и растушевываем, нежели сделать крупно, но чтобы также сохранялся характер, схожесть и точность. И мне кажется, это в принципе такое наивысшее мастерство, как, например, у Репина, когда ты смотришь на картину вблизи, и там просто месиво огромных таких мазков, километровых, огромной кистью, с большим количеством краски, а ты отходишь от картины, и ты видишь просто суперреализм издали. Это вот как раз-таки настолько в виде, ну, попадания по тону, настолько попадания по месту нанесения мазка. Собственно, к чему, наверное, я и стремлюсь. И в этом плане Репин для меня фаворит. Даже сейчас книгу стал его слушать. Далекое, близкое. Очень, кстати, круто он, оказывается, писал. Не только картины, но и тексты, ну и рассказы. Ну, о себе он там пишет. В общем, тоже вам советую на досуге, если захочется что-нибудь такое послушать интересное. Там суть не только в его жизни, но он рассказывает некий быт того времени, 19 века. Это прям очень интересно. Так, ну, перейдя уже немного к портрету, уйдя уже от философии, на данном этапе, как видите, я уже расставляю акценты, расставляю блики. По поводу бликов тоже очень важный момент. Не пересветлить. У меня был такой частый момент, когда вот я закладываю тональные отношения хорошо, все красиво, гармонично, и начинаю, когда бликами высветлять, слишком много белых добавляю, и просто ломаться начинает портрет. То есть он становится какой-то искусственный из-за того, что очень много светлых появляется. С бликами нужно прям стараться добавлять их очень акцентно, очень там немного их должно быть.
И основу закладывать тональную всегда темнее, чем хочется, потому что всегда белый холст вначале нам мешает заложить достаточно темно. Постоянно, когда сейчас работаю с портретом, особенно хочу написать, когда крупными пятнами, то есть я закладываю первый слой, ну, у меня по видео по многим видно, я думаю. Первый слой я закладываю такой, знаете, оранжеватый, такой персиковый, а потом его все равно грязню и затемняю, потому что он оказывается, когда все закрыли вокруг, он оказывается очень светлым таким, блеклым. И если мы светлым заложили основной тон, у нас не остается диапазона потом для бликов, и блики не сияют. То есть, чтобы было сияние на лице, нужно основной цвет закладывать прям довольно грубо, довольно темно, точнее. Так, ну, в общем, смотрите, на портрете, когда я это писал, в целом я уже начинал потихонечку вот на этом этапе уже закапываться чуть-чуть. То есть я даже не знал, что еще добавлять, как будто бы он уже сложился у меня. Хоть он и сделан довольно крупно, да, и где-то какие-то моменты не сильно точные, там те же глаза, но он настолько кажется каким-то цельным, что уже не хотелось особо прибавлять. Я так уже, видите, добавлял так по деталями, какими-то там акцентами, там волосы, там где-то, может быть, еще уточнение формы головы. Но в целом уже, по сути, он выстроен. Надо будет сделать как-нибудь видео, конечно, с палитрой, потому что много кто спрашивает. На самом деле там работа с палитрой – это просто навык практический. Просто нужно смелее замешивать, смотреть, что получается, и каждый новый цвет у вас будет сохраняться в памяти, и каждый раз вы это будете делать все смелее, все легче. Просто практический навык, потому что многие ищут какую-то универсальную таблетку. Знаете, я сейчас вот покажу вам секрет замеса цветов. По факту секрета никакого нет. Вы просто берете и пробуйте подобрать цвет. Вначале это долго, получается сложно подобрать цвет. Вначале получается не так точно подобрать цвет, но с каждым разом попадание все точнее и точнее. То есть мне сейчас настолько это происходит на автомате, ну, особенно когда я пишу привычной левой рукой, потому что рука уже настолько тонко чувствует, сколько она берет краски, сколько замешивает, сколько нужно добавить того всего. Правой рукой, например, когда я работаю, из-за того, что я еще беру краску кистью не так точно, как левой, получается не всегда сразу так, как нужно. Вот, ну, в общем, это все навык. Просто тренируйте его, просто делайте больше. Вообще, в принципе, с годами я стал... Вот кто-то меня там спрашивает, как вот это вот, как вот вы научились, как вот это сделать, как к этому прийти. Практически всегда говорю одно и то же, что просто практика, много практики. Это звучит скучно и неинтересно и долго, но по факту это главный фактор вот этого вот развития навыка. Просто много делать. Ну и каждый раз стремиться, естественно, к правде, чтобы сделать это максимально правдиво, точно. Вот, собственно, добавляю уже блики, какие-то уже детальки. Причем, смотрите, блики добавляю не тонкой кистью, а тоже довольно толстой. Это вот такое у меня такое желание прям было сделать все крупными кистями. Если у вас есть предложение, какой бы вы увидеть хотели контент у меня на канале, что, на ваш взгляд, было бы очень полезно увидеть от меня, да? Ну, например, работу с палитрой. Или, например, написать такой-то портрет. Или еще что. Ну, в общем, идеи для контента, какие у вас есть. Обязательно пишите мне в комментариях или в личку. Мне это будет очень полезно. Потому что ваш фидбэк, видение со стороны, оно может мне подсветить действительно, что важно, и что я могу просто не замечать, зациклившись на каких-то там своих уже шаблонных, знаете, идеях, мыслях. Вот, ну, на этом буду завершать. Надеюсь, видео было полезно. Есть о чем подумать. Есть, надеюсь, было интересно посмотреть процесс написания портрета. Первого портрета, написанного правой рукой. Желаю вам удачи, творческих успехов.